Рынок – это место, где всегда много людей, которые обмениваются товарами, разговорами и эмоциями. Однажды здесь появилась собака, которая залезла под контейнер и лежала там целый день. Героиня этой истории и другие работники рынка подумали, что животное прячется там от жары и не стали беспокоить. Прошел целый день, а собака ни разу не вышла из укрытия, чтобы поесть или выпить воды из специальных емкостей, оставляемых местными работниками для бездомных животных. Прошло 3 дня, но собака все так же лежала. Местные торговцы попытались осмотреть ее, чтобы убедиться, что она не заболела. В ответ на эти действия четвероногая гостья рынка наморщилась и предупредительно рыкнула. Работники рынка не стали тревожить пса, а героиня продолжила наблюдать за ним. Собака лежала прямо напротив ее контейнера и не смыкала глаз. Она периодически вылизывала участок рядом с задней лапой, который никак не удавалось разглядеть. На 5-й день нахождения на рынке собака наконец вышла из своего убежища, чтобы выпить воды, и люди заметили ее набухшую грудь. Было очевидно, что у нее появились щенята. Это немного озадачило работников, которые совсем недавно с трудом пристроили подброшенных кем-то щенят. Собаку регулярно подкармливали кто чем мог, каждый продавец проникся к ней сочувствием и хотел помочь. На следующий день начался массовый отлов животных. Владельцы торговых контейнеров забеспокоились о судьбе подопечной мамы и попросили ребят из службы по отлову не трогать ее. В ответ на просьбу им пообещали, что маму стерилизуют, а для щенков найдут хозяев. В этот момент собака, будто что-то почувствовав, вышла из укрытия, держа в зубах своего малыша. Затем она спустилась на передние лапы и начала скулить. Сцена была очень трогательной. Когда работник службы приблизился к собаке, чтобы надеть на нее удавку, та резко сорвалась с места и забежала в контейнер героини, стараясь упрятать щенка в углу. При этом бедняга жалобно подвывала. Женщина не позволила ловцам забрать животное, аргументировав тем, что они могут нанести урон ее товарам. Таким образом она спасла новоиспеченную маму. После этого случая собака стала относиться к торговцам более доверительно. Особым уважением она прониклась к нашей героине. Щенок постоянно находился рядом с мамой, спал, устроившись на ее лапе, а сама собака ни на минуту не оставляла малыша без присмотра. Через 3 недели щенок немного повзрослел и начал ползать. Сначала собака не подпускала покупателей к товарам, поскольку переживала за своего детеныша. Однако после строгого фу хозяйки контейнера она стала снисходительнее к незнакомым людям. Кроме того, мамаша уже позволяла брать на руки и ласкать щенка. При этом она обязательно находилась рядом и внимательно следила за происходящим. Однажды крохотного пса заметила проходящая мимо девушка и не могла оторваться от него целый час. Спустя неделю она забрала щенка к себе. Маму собаку позже выловила специальная служба и увезла на стерилизацию. После этого она больше не появлялась на рынке.